Странному поведению собак всегда есть объяснение. Они чувствуют запахи и движения, знают ритм человеческих сердец и слышат то, что для нас лишь гул. Люди, живущие бок о бок с собаками, не раз убеждались, когда что-то идет не так, четвероногие часто первыми это понимают. Эта история – еще одно такое подтверждение. Все случилось прошлой весной в небольшой деревне Бельбела, что в одном из регионов Нигерии. В обычный солнечный день жители собрались на свадьбу. Событие, которого здесь ждут с трепетом и радостью. Домики были украшены лентами и тканями. На площади ставили деревянные столы. Повсюду ставили блюда. Жареное мясо, рис с арахисовым соусом, фрукты. Музыка и смех смешивались с ароматом специй, а дети бегали между взрослыми, рискуя уронить статуэтки и коробки с подарками. На свадьбе были почти все жители деревни. Люди приехали из ближайших кварталов и с холмов. Соседи, родственники жениха и невесты, старики, молодежь. В таком сборе ощущалась общая безопасность. Те самые непреложные узы общины, которые кажутся незыблемыми. Никто не подозревал, что их жизнь в этот день висит на тонкой нити. Когда торжественная часть плавно перетекла в музыку и танцы, в толпе появилась женщина, молодая, с лицом, проступающим напряжением. Она шла не так, как гости. Взгляд был пронзительный и немногословный. Движения аккуратные, как у человека, который проговаривает прощальную речь. Под платьем что-то было спрятано, что-то страшное и чуждое. Она подошла ближе, улыбка мелькнула лишь раз и исчезла. Все происходило быстро, и в то же время ничто не казалось суетным. Гости продолжали танцевать, наливая друг другу напитки, обсуждая новости и старые истории. Музыка заглушала шелест шагов. Народные инструменты создавали ритм, под который люди отбивали ладонями. Но среди этого тихого хаоса была одна пара глаз, которые не отпускали новую девушку. Глаза принадлежали собаке по кличке Бако, крупному псу с густой черной шерстью и белой отметиной на груди. Он принадлежал одному из гостей, дяде жениха, и обычно тихо лежал под столом или вел дружеские перепалки с другими псами из окрестных дворов. В тот день Бако как будто перестал быть обычной собакой. Ему не нравилось то, что он чувствовал. Запах чужака, напряжение в движениях, выброс адреналина, который пустил корни в воздухе. Сначала он поднял голову и прижался носом к земле, пытаясь собрать все запахи воедино. Затем резко вскочил, пробежал между столами и стал приближаться к женщине. Никто не придал значения. Считали, что это просто собачья ревность или желание получить кусочек еды. Но Бако шел к ней целеустремленно. Когда он подбежал ближе, его поведение стало агрессивным. Не без причины для защиты игры и пищи, а настоятельно, целенаправленно. Он зарычал, уши прижались, спина выгнулась. Женщина вздрогнула, лицо ее побледнело, она сделала шаг назад. Кто-то из гостей окликнул ее, думая, что она потеряла ориентир. Но Бако не дал ей ни шага. Он прыгнул, схватил ее за подол платья и попытался оттянуть назад. В экзальтации сцены кто-то закричал. Другие уже начали толпиться вокруг. Именно в этот момент произошел страшный взрыв. Звук, который рвет тишину и разбрасывает толпы, каким бы отдаленным он ни был. Взрыв был не посреди праздника. Благодаря тому, что собака вовлеченно тянула смертницу в сторону, детонатор сработал в стороне, а не в гуще людей. Огромная волна ударного давления пронеслась мимо столов и села на пустое место, подняв в воздух столовые приборы и тарелки. Пламя и дым вспыхнули вдалеке. Осколки разлетелись по земле, но никто из людей не получил смертельных ран. Сразу после взрыва на площади воцарилась паника. Люди кричали,
Некоторые ринулись к раненым. Кто-то упал на землю и спрятал голову. Дым клубился, и через несколько секунд было видно, что последствия могли быть куда страшнее, если бы устройство взорвалось в середине толпы. С трудом дойдя до места, люди увидели Бако. Он лежал неподвижно, рядом с ним покалеченное тело девушки. Собака погибла на месте. Девушка, по сообщениям полиции, также оказалась мертвой. Но благодаря поступку Бако уцелели десятки людей, которые могли бы не дожить до своих детей и внуков. Новость о смелом псе разлетелась по деревне мгновенно. Сначала среди тех, кто был на свадьбе, затем по соседним деревням и дальше. Вскоре о случившемся написали местные издания. Затем новость попала в национальные и международные СМИ. Полиция Нигерии подтвердила, что собака предотвратила подрыв самодельного взрывного устройства, прикрепленного к молодой женщине, и что благодаря этому взрыв произошел в стороне от основных скоплений людей. Пресс-секретарь полиции, слова которого цитировали журналисты, не устоял от эмоций. Собака стала героем. Он отдал свою жизнь ради спасения людей. Но за новостными заголовками стояли реальные судьбы. Жених и невеста, чьи лица были еще помечены радостью и недавним счастьем, теперь сидели в центре круга, скрывая слезы и шок. Старики, знавшие Бако с детства, держали в руках его ошейник. Простой кожаный ремешок, натертый до мягкости. Дети, которые еще вчера играли на песке у Куда, тихо смотрели на пса, не понимая до конца смысла произошедшего, но ощущая, что мир изменился. Дни и недели после трагедии прошли в трауре. В деревне устроили поминки и молитвы за тех, кто погиб. Но была и благодарность. Жители решили, что такому подвигу нельзя позволить быть забытым. Собаку погребли с почестями рядом с деревенским памятным деревом, где обычно собирались на важные беседы. Люди украсили могилу свежими цветами и простыми плетеными венками. Дети приносили игрушки, а старики – рассказы о том, как Бако спасал их от грызунов и как он каждый вечер возвращался домой, чтобы заснуть под столом на кухне. Вскоре власти и благотворительные организации проявили интерес. Некоторые предложили установить памятник, другие – выделить средства на помощь семьям тех, кто мог пострадать. Но ни одна из мер не могла вернуть жизнь Бако. Его поступок стал напоминанием о том, как тонка грань между жизнью и смертью, и как порой случайное существо становится героем гораздо сильнее, чем можно было предположить. История Бако вызвала в обществе широкие обсуждения. Люди спорили о причинах использования детей и подростков в террористических актах, говорили о бедности, манипуляциях и вербовке уязвимых членов общества. Кто-то напоминал, что девочка, оказавшаяся смертницей, вероятно, была сама жертвой дезинформации, принуждения или отчаяния. Смесь горечи, злости и скорби выделяла эти беседы, ведь одна трагедия может скрывать целую систему проблем – экономических, социальных и политических. При этом никто не мог отрицать одну простую правду – собака спасла жизни людей. В провинции и за ее пределами стали поступать письма и сообщения поддержки местным жителям. Люди приносили продукты, одежду, добровольцы прибывали, чтобы помочь с восстановлением после взрыва. Жизнь медленно возвращалась на улицы. Снова начинали играть дети, продавцы распахивали свои лотки, музыка снова звучала в некоторых домах. Но память о том дне оставалась в сердцах. Годы спустя люди будут вспоминать Бако как героя. Его образ вошел в устное народное творчество. Старики рассказывали о нем как о собаке, которая видит сквозь маски, а дети рисовали его на стенах школ. Памятник, установленный у центральной площади, изображал пса в момент прыжка. Уши развивались ветром,
в глазах – решимость. Под памятником висела табличка с его именем и датой подвига. Местные школьные учителя использовали эту историю, чтобы учить детей о важности смелости, заботы о ближних и о ценности жизни. Эта история не только о трагедии, но и о бесчисленных нюансах человеческой и животной природы. Она напоминает, что верность и интуиция животных часто превосходят наши ожидания, что терпение общины, ее способность собраться и поддержать друг друга – это то, что действительно удерживает людей в тяжелые времена. И еще о том, как легко может разрушиться обычная, спокойная жизнь, если зло сумеет проникнуть в середину праздника. Я хочу, чтобы эта история распространилась дальше. Не ради сенсаций, а чтобы почтить память той невероятной собаки, которая пожертвовала собой ради спасения множества людей, чтобы напомнить о той тонкой, но мощной связи между человеком и животным, и чтобы эти слова стали поводом думать о тех, кто остается уязвимым в нашем мире. Пусть память об Ако живет в сердцах людей, а его поступок вдохновляет на доброту, храбрость и взаимную поддержку.